Письменный прибор с часами принадлежал императрице Екатерине II. На циферблате имя знаменитого мастера Жана Антуана Лепина, придворного часовщика французских королей. Чернильный прибор поступил в реставрацию с патиной и органическими загрязнениями. Реставрации требовала и каменная мозаика на обелиске. Халцедоновые пластины, увитые лозой из перламутра, были очищены от старого клеящего слоя и загрязнений и заново смонтированы на медную основу колонны. Работы с мозаикой проводились в строгой последовательности, с обязательной фотофиксацией на каждом этапе. На свои места вернулись и кусочки наборного резного перламутра. Элементы крепежа для соединения с деревянной основой серебряные, с золочением. Кропотливая работа была проведена с часами. Мы можем в деталях увидеть их устройство. Откидная крышка с выпуклым стеклом обрамлена пояском бриллиантов. На эмалевом циферблате 3 шкалы. Одна из стрелок указывает на день месяца. Часовая и минутная стрелки украшены крошечными драгоценными камнями. Механизм находится в рабочем состоянии. Он был разобран реставратором для промывки и удаления старой смазки. Бархатная подложка, которая была наклеена снизу на деревянную основу подставки, после реставрации дублирована на картон. Эту работу выполняет специалист по тканям. Когда все элементы готовы, начинается монтаж экспоната. Две золотые книги с переплетами из гелиотропа являются своеобразной миниатюрной шкатулкой с выдвижными ящичками. Декоративные обломки колонн из яшмы, съемными песочницей и чернильницей. Ваза закрывается крышкой-колокольчиком. При изготовлении этого письменного прибора использовалось золото разных проб и оттенков. Внутри обелиска находится золотой пенал с линейкой, складным перочинным ножиком и циркулем. Две фигурки Путти с измерительными инструментами в руках. Аллегорическое изображение наук.